Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу показать, как спицами из этих деталей можно собрать котенка. Вот у нас связаны квадрат, прямоугольники, вот такие два. И вот из них сегодня мы соберем котенка. Те, кому интересно, предлагаю посмотреть видео до конца. Для котенка я буду использовать вот такую пряжу. Это в 100 граммах 180 метров. И возьму спицы 3 миллиметра. И начнем вязать с самого большого квадрата, это туловище. Я оставляю вот хвостик подлиннее, так как он нам пригодится для того, чтобы сшивать игрушку. Ну, приблизительно сантиметров 70. И классическим способом набираю на спицы 24 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 петли на спице. Теперь одну спицу достаем. И далее будем вязать платочной вязкой. И будем вязать вот таким способом. Первую кромочную всегда снимаем. Далее провязываем все петли лицевыми. И так довязываем вот до конца. Получается одна кромочная петля, 22 петли лицевые. И в конце тоже еще кромочная петля. И всего 24 петли. Довязали до кромочной петли. И кромочную петлю провязываем изнаночной. Такой первый ряд. Разворачиваем вязание. Кромочную снова снимаем. Далее все петли вяжем лицевыми, так как у нас платочное вязание. И все последующие ряды тоже провязываем лицевыми петлями. Довязываем до последней кромочной петли. Довязали. И последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. Снова разворачиваем вязание. И еще раз покажу. Кромочную первую снимаем. И вяжем лицевые петли. Чтобы вы поняли сам принцип лицевого платочного вязания, это то есть все петли провязываем лицевыми. Снова довязываем до конца. Довязали до кромочной петли. И последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. Вот у меня получился такой квадрат платочной вязкой. Сейчас я покажу, как я заканчивала ряд, как закрывала петли. Из своей пряжи я провязала 44 ряда.
а в 45 ряду буду закрывать. Показываю, как закрывать петли. Снимаем первую кромочную петлю, провязали лицевую, и теперь первую петлю перебрасываем через вторую. Снова провязали лицевую петлю и кромочную первую петлю перебрасываю через вторую петлю. Провязали петлю и вот первую через вторую перебрасываем. И вот так закрываем все петли. И вот довязали до последней петли. Ее тоже провязываю лицевой и первую петлю перебрасываю через вторую. И отрезаем ниточку. В конце делаем такой узелок. И вот снова показываю вам квадрат. Из этого квадрата мы будем делать туловище. По сантиметрам, чтобы вам можно было сориентироваться, вот 9 сантиметров. И в ширину тоже 9 сантиметров. Вот одинаково. Потом нам нужно связать голову. Это получается прямоугольник. Набираем точно такое же количество петель, как и на туловище, то есть 24 петли. И провязываем ровно вот половину этого квадрата. Как вы видите, получается половина. Еще раз покажу по сантиметрам. Вот 9 сантиметров и 4,5 сантиметра. Для головы я провязала 22 ряда. В 23 ряду закрыла петли. И вот 2 детали мы связали. Теперь свяжем хвостик. Для хвостика на спице набираем 13 петель. Тоже можно оставить хвостик здесь подлиннее, чтобы можно было сшить деталь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. И начинаем вязать платочной вязкой точно так же, как мы вязали с вами 2 детали. Вот какой хвостик получается. Я связала 7 рядов, в 8 ряду закрыла петли. По ширине, по длине, вот длина 5 сантиметров, по ширине 2 сантиметра. Теперь складываем хвостик пополам. Там, где у вас длинный хвостик, тут можно немного так спрятать вовнутрь, мы его потом отрежем. Складываем пополам и начинаем сшивать 2 стороны. Захватываем вот за петельки с одной стороны и за петельки со второй стороны. И вот так петля в петлю. Так вот, чтобы вам было видно, сшиваем
этот хвостик. Вот такой хвостик получился. Ниточку не отрезаем, так как к ней будем пришивать хвостик к основной детали. Теперь берем квадрат, из которого будем формировать туловище, складываем его пополам и находим середину. Я буду отмечать булавками с одной стороны, со второй стороны. И еще раз складываем квадрат. Находим середину. И со второй стороны. Теперь берем хвостик, там где вот оставили нить. И начинаем формировать лапки. Для этого нам нужно сложить вот так уголочек и прошить несколькими стежками. Вот так прошиваем. Теперь складываем пополам. Вот у нас булавки совпали. И теперь нам нужно прошить вот до вот этих булавок. Сшиваем две эти детали по краям. Ну, не две детали, а две половинки вот в единую деталь. И за крайние петелечки так прошиваем. Прошили ровно половину. Теперь переходим на вторую сторону. С этой стороны тоже слаживаем, вот так прилаживаем этот уголочек и делаем несколько стежков. Теперь приложили вот до вот этой булавки, нужно сшить эту лапку. И точно так же, как мы сшивали первую лапку, сшиваем и вторую. И дошиваем до булавки. Булавку убираем. Дошили. Эти два хвостика можно связать и спрячем вовнутрь. То же самое делаем вот с третьей стороной и четвертой стороной. Теперь берем ниточку, делаем узелок. Тоже сложили уголочек.
сделали несколько стежков. Теперь вот от середины сложили тоже вот так пополам и дошиваем вот до середины. Сшиваем точно так же лапку, как мы сшивали предыдущие. И осталась четвертая лапка. Тоже уголочек сложили и прошиваем стежками. Теперь можно взять наполнитель, наполнить эти три лапки. Вот наполнили эти три лапки, дошили немного четвертую. Осталась тоже небольшая дырочка и наполняем четвертую лапку наполнителем. И теперь дошиваем до конца все эти петельки. И зашиваем эту вот центральную дырочку. Так, все петельки мы сшили, дырочек уже никаких нет. Теперь можно сделать узелок и спрячем хвостик вовнутрь изделия. Вот туловище готово. Теперь берем хвостик и пришиваем хвостик. Так как хвостик у нас небольшой, то это будет несколько стежков. И тоже делаем узелок и прячем ниточку вовнутрь изделия. Теперь будем собирать голову. Вот так сложили пополам и будем прошивать боковые швы. Сшиваем с одной стороны. Петелька в петельку. Дошили вот до конца. Этот хвостик мы не отрезаем, так как им потом будем формировать ушко. И также сшиваем вторую сторону. Вот две стороны сшиты. Снизу мы будем сшивать потом. И вот с одной стороны я уже сделала ушко. Сейчас покажу, как его формировать. Тут хвостик, который у нас остался от сшивания бока. Прокалываем и выводим его где-то вот через 4 ряда. Вывели. Здесь делаем узелочек. Закрепляем нитку. И теперь нам нужно прошить стежками вот такое ушко. Прокалываем вот полностью. Две детали, две стороны.
И теперь подтягиваем. Вот видите, и формируется так ушко. После того, как подтянули, сбоку делаем узелок. И ниточку прячем вовнутрь изделия. И лишний хвостик отрезаем. И теперь будем вот собирать нижнюю часть, стягивать. Взяли нитку, сделали узелок. Вот по краю идем вот такими стежками, чтобы мы могли потом стянуть эту ниточку. Теперь берем наполнитель, наполняем. Вот наполнили. Теперь, так как вот стягиваем, видно, еще просматриваются пустоты, можно дозаполнить. Так, теперь этой ниточкой будем вот так сшивать дырочку. Вот затягиваем ее. Теперь сделаем узелок. Эту ниточку отрезать не будем, так как мы ней потом пришьем голову к туловищу. И вот я котенку уже пришила глазки бусинки, у меня это 6 миллиметров. И этой же пряжей буду вышивать носик. Такими стежками. Сделали такой черный носик. И теперь можно вышить стежками вот усики. Итак, переходим на вторую сторону. И здесь тоже вышиваем 3 усика. И вот такая мордочка получилась. Теперь я прикрепила булавками голову к туловищу. И будем пришивать. Захватываем за основную деталь. Потом за голову. Снова за основную деталь. Теперь за голову. И так пришиваем 2 эти детали. Вот
за голову снова, за туловище и пришиваем так по кругу. И вот сегодня такого котенка мы с вами связали. Показываю, какая это красота и насколько он легко и быстро вяжется. Вот ушки, все видно, лапки, хвостик. Вот такой миленький котеночек. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!